Представь себе мир, наполненный удивительными и очаровательными растениями, которые словно манят нас своей красотой. Но под этой привлекательной оболочкой скрывается нечто зловещее. Задумывался ли ты когда-нибудь, что некоторые из них могут стать твоими врагами? Каково это — прикоснуться к растению, которое может вызвать невыносимую боль и мучение? Эти зеленые создания — настоящие ловушки природы, и они ждут, чтобы поймать тебя в свои сети. Готов ли ты узнать, какие из них представляют опасность и как защитить себя от их коварства? Манцинелловое дерево. И первое, на кого мы с вами посмотрим, это манцинелловое дерево. Оно не просто растение, а настоящий символ опасности. Считается самым ядовитым деревом на планете. Его раскидистые ветви, увешанные плодами, напоминающими маленькие яблоки, можно встретить на живописных побережьях Карибского моря, в Южной и Центральной Америке, а также на Галапагосских островах. Но не дайте себя обмануть их сладким, манящим ароматом. Эти плоды унесли жизни сотен испанских конкистадоров, пиратов и простых моряков, которые, жаждя утолить голод, не подозревали о смертельной ловушке. Однако плоды — это лишь верхушка айсберга. Все части этого дерева — листья, кора, цветы и, конечно, плоды — содержат ядовитый млечный сок, способный вызвать ужасные ожоги и воспаление при малейшем контакте с кожей. Этот сок настолько токсичен, что может прожечь даже тонкую хлопчатобумажную ткань и повредить краску на автомобиле. Но и это еще не все. Просто стоять под манцинелловым деревом значит подвергать себя смертельной опасности, особенно в дождливую погоду. Капли дождя, стекающие с его листьев, становятся столь же ядовитыми, как и сам сок. Многочисленные попытки уничтожить это дерево обернулись настоящими катастрофами. При рубке ядовитый сок брызгал в стороны, нанося серьезные травмы и даже приводя к слепоте. А попытки сжечь его только усугубляли ситуацию. Дым вызывал проблемы с глазами и легкими. Как же тогда избавиться от этого зловещего растения? Единственный способ — обложить его кострами и высушить на корню, прежде чем приступить к валке. В местах, где растет манцинелла, туристов настоятельно предупреждают о смертельной опасности. Не останавливайтесь под этими деревьями и не трогайте их плоды. Готовы ли вы рискнуть и узнать больше о том, как природа может быть одновременно прекрасной и смертоносной? Гимпи-гимпи. Следующее в нашем списке австралийское растение гимпи-гимпи – это не просто дальний родственник крапивы, а настоящий кошмар для тех, кто осмелится его тронуть. Представьте себе, волоски этого растения содержат мощный нейротоксин, который вызывает жгучие невыносимые ожоги. Люди, столкнувшиеся с гимпи, описывают свои ощущения как смесь ожога от огня, кислоты и удара электрическим током. Каково это — пережить боль, которая может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев? Но вот в чем загвоздка. Это жгучее растение не так легко заметить. Оно выглядит как обычный кустарник с раскидистыми листьями, напоминающий безобидный лопух. Как же такое милое на вид растение может скрывать в себе такую опасность? И это еще не все. Волоски гимпи могут отрываться от листьев и витать в воздухе, вызывая ожоги горла и даже кровотечение из носа. Задумывались ли вы, как легко можно стать жертвой этого коварного растения, даже не прикасаясь к нему? Как защитить себя от этой невидимой угрозы? Будьте осторожны. Природа может быть не только красивой, но и смертельно опасной. Клещевина обыкновенная. Наверняка вы видели это растение на клумбах и в огородах. Его красота привлекает внимание и радует глаз. Но знаете ли вы, что за этой привлекательной внешностью скрывается настоящая угроза? Семена клещевины обыкновенной содержат смертельный яд рицин, который из-за своей исключительной токсичности даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Представьте себе, что происходит, когда этот яд попадает в организм. Начинается смертельно опасное обезвоживание, кровяное давление стремительно падает, а все это сопровождается невыносимой болью в животе, рвотой и диареей. Каково это? Осознать, что ваше тело становится полем боя, а вы не можете ничего с этим сделать. И вот самое ужасное. Противоядия против этого яда не было найдено. Он непобедим. Как вы думаете, насколько опасно иметь такое растение рядом? Может ли его красота затмить осознание смертельной угрозы? Будьте осторожны, иногда даже самые красивые вещи могут скрывать в себе ужасные тайны. Борщевик Сосновского. Следующее растение можно встретить повсюду, даже в наших широтах, и его красота может обмануть вас. Но будьте осторожны, сок борщевика Сосновского — настоящая угроза. При попадании на кожу он вызывает повышенную чувствительность к солнечным лучам, что приводит к ужасным, долго не заживающим ожогам. И это еще не все. Если сок попадет в глаза, последствия могут быть катастрофическими. Полная слепота.
Представьте себе, что вы случайно коснулись этого растения. Что делать, если сок уже на вашей коже? Вам нужно немедленно изолировать пораженный участок от света и тщательно промыть его в темноте водой с мылом. Но это еще не конец. Вам придется избегать солнечных лучей как минимум 2 дня. Каково это? Жить в страхе, что одна ошибка может стоить вам здоровья. И не забывайте о пыльце. При высокой концентрации она может вызвать отек верхних дыхательных путей и пищевода. Задумывались ли вы, насколько опасно это, казалось бы, безобидное растение? Как вы будете защищать себя и своих близких от этой невидимой угрозы? Будьте бдительны. Природа полна сюрпризов, и не все из них приятные. Цербера. Вы когда-нибудь задумывались, какие опасности могут скрываться за красотой тропических лесов? Встречая это растение в Индии, Вьетнаме, Камбодже, Шри-Ланке и Мьянме, вы можете даже не подозревать, что находитесь рядом с одним из самых опасных деревьев мира. Цербера, как его называют, содержит токсичный сок, церберин, который блокирует прохождение ионов кальция в сердечные мышцы. Это приводит к медленному, мучительному замедлению биения сердца, а в конечном итоге к его полной остановке. Даже дым от костра, разожженного с помощью веток церберы, может вызвать серьезную интоксикацию. Ужасно, не правда ли? В некоторых культурах Мадагаскара это растение используется как божий суд для определения виновности преступников. Если кто-то съел листик и его сердце не выдержало, значит он виновен. Как вы думаете, насколько это жестоко и опасно? Туристам, отправляющимся в тропики, стоит запомнить, как выглядит цербера одолам. Это растение с длинными глянцевыми листьями, прекрасными белыми цветками и плодами, напоминающими манго, выглядит так привлекательно, что трудно поверить, что оно таит в себе такую смертельную угрозу. Хура – дерево-динамит. Знакомы ли вы с хура или динамитным деревом? Это растение из семейства молочайных, обитающее на американских континентах. Представьте себе плоды этого дерева, напоминающие маленькие тыквы. Когда они созревают, происходит нечто поистине устрашающее. С оглушительным треском они разлетаются на сегменты, катапультируя свои семена на расстояние до 100 метров. Вы только представьте, какова скорость этого выброса – до 70 метров в секунду. Как вы думаете, что произойдет, если вы окажетесь рядом в этот момент? Но это еще не все. Млечный сок хура – это настоящая угроза. Он способен разъедать кожу, вызывая ужасные ожоги и отравления. А если он попадет в глаза, последствия могут быть катастрофическими. Потеря зрения и даже сжигание этого дерева может обернуться для вас трагедией. Пары, которые образуются при горении, могут вызвать слепоту и серьезные раздражения дыхательных путей. Онга-онга, свирепая крапива. Еще один монстр среди флоры, свирепая крапива онга-онга. Это растение встречается только на островах Новой Зеландии. И оно считается самым опасным видом крапивы в мире. Представьте себе, это древовидное растение может вырастать до 5 метров в высоту. И его листья и стебли усыпаны длинными ядовитыми шипами, наполненными муравьиной кислотой и гистамином. Что произойдет, если вы случайно коснетесь ветки этого крапивного дерева? Мгновенно сотни жгучих иголочек вонзятся в вашу кожу, вызывая невыносимую боль, волдыри и ожоги. После этого могут начаться некоординированные движения, падение давления, судороги, а в самых тяжелых случаях – слепота. Каково это – оказаться в такой ужасной ситуации, когда ваше тело начинает подводить вас? Каждый год новозеландские врачи оказывают помощь несведущим туристам и местным жителям, которые по неведению забрели в заросли онга-онги и получили сильнейшие ожоги. Задумывались ли вы, насколько опасно игнорировать предупреждения о дикой природе? Борец. Вы когда-нибудь слышали о аконите? Этот загадочный род растений включает более 330 видов, и все они таят в себе смертельную опасность. Нейротоксин аконитин, содержащийся во всех частях растения, способен вызывать сильное раздражение даже при простом контакте с кожей. Каково это? Осознать, что даже легкое прикосновение может обернуться серьезными последствиями? Если аконит попадает внутрь, последствия могут быть фатальными. Вёх. Еще одна опасность среди безопасности. Даже великий философ Сократ, по преданию, покончил жизнь самоубийством, приняв настойку из сока вёха. Однако позже эта версия была пересмотрена. Но даже если это не так, вёх по-прежнему остается одним из самых ядовитых растений на планете. Представьте себе, это растение обладает обманчиво приятным запахом и вкусом корневища, что делает его еще более опасным. Его яд, цикутоксин, начинает действовать всего через несколько минут после приема. Вы можете почувствовать тошноту, мучительные колики, пенообразование изо рта, судороги и, если не успеть промыть желудок, смерть. Каково это? Осознать, что одно неверное решение может стоить вам жизни. Белладонна.
Знакомы ли вы с белладонной? Она же красавка обыкновенная. В народной медицине ее сок используется в малых дозах, но стоит лишь немного переборщить, и последствия могут быть ужасными. Задумывались ли вы когда-нибудь, что за этой привлекательной внешностью скрывается опасность? При передозировке атропином могут возникнуть тревожные симптомы: учащенное сердцебиение, боязнь света, а порой даже галлюцинации. Как вы думаете, что происходит с человеком, когда его разум начинает играть с ним злую шутку? Без своевременной помощи это может привести к трагическим последствиям, вплоть до паралича дыхательного центра. Неужели такая красота может быть столь смертоносной? Олеандр. Это растение – настоящая звезда среди декоративных и комнатных растений. Но знаете ли вы, что олеандр требует особой осторожности? Его сок таит в себе олеандрин – вещество, способное вызвать ужасные последствия. Как вы думаете, что может произойти, если неосторожно прикоснуться к этому ядовитому чуду? Колики, рвота, диарея – это лишь начало. А в больших дозах он может остановить сердце. Олеандр представляет опасность не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Как вы относитесь к тому, чтобы в вашем доме жил ядовитый сосед, который может угрожать жизни кошек или собак? Бругмансия. Представьте себе растение, которое завораживает своей красотой и необычными цветами. Но за этой привлекательной оболочкой скрывается смертельная опасность. Знакомы ли вы с бругмансией? Это декоративное чудо не только радует глаз, но и таит в себе ядовитые секреты. Знаете ли вы, что чилийские, колумбийские и перуанские племена использовали ее в своих ритуалах благодаря мощным галлюциногенным свойствам? Все его части содержат алкалоиды атропин и скополамин, и даже небольшая передозировка может привести к трагическим последствиям. Неужели такая красота может быть столь опасной? Тис ягодный. Представьте себе величественное вечно зеленое дерево, которое можно встретить не только в Европе, но и на просторах России. Звучит привлекательно, не правда ли? Все части тиса ягодного, ягоды, кора и древесина, таят в себе смертельную опасность. Знали ли вы, что еще Плиний Старший упоминал о случаях отравления людей, которые пили из тисового кубка? Как вы думаете, что может произойти, если неосторожно прикоснуться к этому загадочному дереву? И это еще не все. Если крупный рогатый скот поедает ветки тиса, его молоко становится ядовитым. Луносемянник. Уверен, что вы видели вьющиеся растения, которое на первый взгляд напоминает виноград и часто используется в ландшафтном дизайне, добавляя изысканности и зелени. Но не дайте себя обмануть его привлекательностью. Знаете ли вы, что корневища и плоды этого растения содержат опасный яд? Как вы думаете, что может произойти, если вы решите попробовать его на вкус? Для смертельного исхода действительно требуется большая доза, но даже небольшая порция может вызвать серьезное желудочное отравление. Волчий ягодник. Знакомьтесь с этим загадочным растением, известным под именами волчник и волчье лыко. Оно может показаться безобидным, и иногда его используют в народной медицине или для украшения садов. Но знаете ли вы, что за его внешней простотой скрывается настоящий коктейль ядов? Представьте себе, что даже легкий контакт кожи с влажной корой или соком этого растения может вызвать опасные последствия. Отравление может проявиться рвотой, судорогами и слабостью, а в самых тяжелых случаях привести к летальному исходу. Нарцисс желтый. Нарциссы – это одни из самых популярных и красивых цветов, которые радуют нас весной. Но знаете ли вы, что за их очарованием скрывается опасность? Важно помнить, ни в коем случае нельзя их есть. Луковицы нарциссов, которые иногда можно встретить в магазинах и легко перепутать с репчатым луком, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как вы думаете, что может произойти, если их случайно попробовать? Рвота и диарея – это лишь некоторые из неприятных последствий. И даже раскрывшиеся цветы небезопасны. Завершение. И в завершение нашего путешествия по миру самых опасных и ядовитых растений стоит задуматься о том, как тонка грань между красотой и опасностью. Эти удивительные создания природы с их яркими цветами и экзотическими формами могут скрывать в себе смертоносные тайны. Каждая из них — это не просто растение, а целая история, полная загадок и предупреждений. Мы узнали о ядовитом плюще, белладонне и других опасных представителях флоры, которые могут стать причиной серьезных последствий при малейшем неосторожном обращении. Как вы будете относиться к этим растениям, когда встретите их в дикой природе? Будете ли вы восхищаться их красотой, или же будете насторожены, осознавая их потенциальную угрозу? Природа полна чудес, но она также требует уважения и осторожности. Помните, что знание — это ваша лучшая защита. Берегите себя и оставайтесь любознательными, но осторожными в своих исследованиях. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.